Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Думаю, что сейчас многие скажут: ну и что на этим тряпьем здесь трясет? Нашла чем хвастать, у нас тоже такое есть. Ну раз есть, давайте будем делать вместе. Отрезаем все швы, а полотнище режем на полоски шириной примерно 9 сантиметров. Длина полосок должна быть больше 22 сантиметров. Продолжим с ними работать. Складываем их вдоль пополам, подворачиваем края и прокладываем строчку с одной стороны, а потом и с другой. Это делаем для того, чтобы все полоски лежали ровно и не изгибались. Полученные заготовки тщательно проутюжим и нарежем на кусочки одинаковой длины. Ширина полосок получается примерно 3,5-4 сантиметра. Для дальнейшей работы понадобятся квадраты из бумаги. Немного отступив от края, укладываем наши полоски. Их надо закрепить на бумаге, можно заколоть иголочками. Сначала вертикальные полоски, а потом горизонтальные. Цвет подбирайте на свой вкус. Можно сделать заготовки однотонные, но у меня белых и красных полосок больше всего, а зеленых и коричневых совсем немного. Полоски лучше сразу же нашивать на бумагу. Выравниваем края и прокладываем строчку. Сначала с одной стороны, потом разворачиваем и пришиваем полоски на другую сторону. Думаю, что вы все видели и знаете такое переплетение. И кажется, что в нем нет ничего особенного. Но это только кажется, потому что собрать такое без основы довольно сложно. И если его не укреплять дополнительно, то ничего путного не получится. Девочки, дорогие мои, я всегда показываю вам самый простой и эффективный способ работы. Вы видите, что полоски укладываю, немного отступив от края. Это так задумано. Концы уйдут в шов. Приступаем к переплетению полосок. 3 цветные полоски поднимаем наверх, укладываем белую. В следующем ряду уже другие цветные детали отгибаем наверх. Потом подравниваем и подтягиваем все полоски. А теперь надо прошить нашу заготовку по краю, закрепить его. Сначала прошиваем по периметру, а потом прокладываем строчку посередине каждой полоски. После этого можно подровнять края. Получились у нас вот такие замечательные заготовки. Остается только удалить бумагу. Для этого из пульверизатора ее хорошо сбрызгиваем водой, распределяем равномерно и оставляем немного полежать. После этого детали растягиваем по диагоналям. Бумага в швах лопается, и ее можно легко удалить. Сразу скажу, если кусочки бумаги остаются в швах, то не тяните, не рвите швы. Потом достаточно будет простирать в стиральной машинке, и бумага вся отойдет. Блоки получились 21 на 21 сантиметр. Выкладываем их в нужном порядке. Наметим линии сшивания. Сначала сошьем все блоки по вертикали, а потом уже будем соединять горизонтальными рядами. Для работы приготовим отделочные бейки, полоски. Ширина полосок 3 сантиметра и 6 сантиметров. Показываю процесс работы. Готовым блоком с одного края пришиваем соединительные бейки. С нижней стороны узкую, а с верхней шириной 6 сантиметров, сложенную вдоль пополам. На следующем этапе работы разворачиваем нижнюю бейку и к ней пришиваем следующий блок.
После этого остается только развернуть наши соединенные детали, верхнюю двойную бейку отогнуть и проложить строчку. При таком способе соединения все швы получаются чистенькие, нигде ничего не торчит. И кроме того, основной массив тканей находится с левой стороны, и можно спокойно работать на бытовой швейной машинке. Посмотрите, все полотно держится на соединительных бейках. Теперь будем соединять весь коврик горизонтальными бейками. Сначала будем также нашивать бейки с одной стороны. Прикладываем бейки к срезу деталей и прокладываем шов. Обратите внимание, при работе за швейной машинкой основной массив коврика будет с левой стороны. Дальше шьем так же, как и до этого. Бейку с нижней стороны отгибаем и к ней прикладываем следующую деталь. Прошиваем. Но сами видите, чтобы проложить строчку, нам мешает соединительная бейка. Поэтому мы начинаем шить, а когда доходим до этой бейки, разрезаем ее, нижнюю деталь поправляем и спокойно прошиваем дальше. При таком способе нам не надо беспокоиться, что детали убегут. Они автоматически встают на место. После этого самая моя любимая операция. Двойную бейку отворачиваем и пришиваем. Вот такое замечательное полотно у нас получилось. Остается только обработать край бейкой. Коврик готов. Он получился двухсторонний. И вот сюрприз. У меня остался еще один блок. Не пропадать же добру. Его мы просто обработаем бейкой прямой полоской ткани шириной 4 сантиметра. Как это делать правильно, постоянно показываю в своих видео. И получается у нас прекрасный набор. Двухсторонний коврик, скатерка и небольшая салфетка, подставка под горячее. Все такое яркое, весеннее. Эх, где ж моя дача? Что-то давно я не дышала свежим шашлыком и коньяком. Кстати, если вам позвонят и пригласят отдыхать на дачу, не ведитесь, это мошенники. А этот коврик можно на даче и на стол постелить, и на лавку кинуть, и в бане пригодится. В общем, был бы коврик, а куда использовать, придумаем. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Там вы можете показать свои работы. Ставьте классы, пишите комментарии. Всем пока-пока и до скорых встреч!